Салем Достар! Здравствуйте, друзья! С вами снова Анастасия. И сегодня я вяжу летний рюкзак-трансформер из хлопкового шпагата 2 мм. Мне понадобилось 500 грамм хлопкового шпагата, а также 4 разъемных кольца и 4 карабина. Итак, для сумки нам нужно связать 12 вот таких квадратиков. Это у меня еще квадратики не отпаренные, поэтому выглядят немножко кривенько. Делаем скрин или скачиваем схему в описании и приступаем к вязанию. У меня хлопковый шпагат 2 мм, вяжу крючком 4 мм. Также буду использовать крючок потоньше, чтобы заправлять нити. Ну и, конечно же, понадобятся ножницы. Итак, делаем колечко амигуруми. И провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это первый столбик. Далее столбиками с накидом провязываем еще 11 столбиков. Готово. У меня первый столбик подъема и 11 столбиков, всего 12. Колечко амигуруми затягиваю и закрываю ряд. Здесь можно закрыть ряд самым простым способом. Вот таким образом. Первый ряд провязали. Переходим к вязанию второго ряда. Во втором ряду у нас будут вот такие элементы. Вот они, лепесточки. Набираем 4 воздушные петли. Это первый столбик. 1, 2, 3, 4. В эту же арочку столбик с 2 накидами, но до конца не провязываем. Провязали первый накид, второй накид. Сделали 2 накида. Сюда же провязываем еще один столбик. И вот теперь провязываем все петли на крючке. Получился первый лепесток. Далее провязываем 2 воздушные. И в следующую арочку, вот она между столбиками, провязываем также 3 столбика в одно основание с 2 накидами. Первый накид провязали, второй оставляем. Еще 2 накида, сюда же второй столбик. Раз, 2, второй столбик с накидом и третий сюда же. Готово. Теперь провязываем все петли на крючке. Далее 2 воздушные. 1, 2. И в следующую арочку между столбиками провязываем еще 1 лепесток. И таким образом вяжем до конца ряда. Не забываем провязывать между лепестками по 2 воздушные. Таким образом провязываем до конца ряда. Итак, я почти довязала. 2 последние воздушные и закрываю ряд. Закрыть ряд здесь нужно вот в эту петельку, где у нас первые 3 столбика соединились. Вот вставляю крючок вот так. И закрыла ряд. И следующий ряд уже приступаем к формированию квадрата. Мы сейчас с вами вот в этой точке, и нам надо перейти для того, чтобы провязать уголок вот в эту арочку, в следующую. И я делаю это очень легко. Вот так соединительным столбиком перехожу в центр арки. Дальше провязываю 3 воздушные, это первый столбик. Сюда же провязываю еще
2 столбика с накидом, с одним накидом, заметьте. Далее 2 воздушные. И сюда же, в эту же арочку, провязываю еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Готов первый уголок. В следующую арочку провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. В следующую арочку еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И далее снова формирую уголок в следующую арочку. 1, 2, 3, 2 воздушные и сюда же еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее опять провязываем вот так 2 пучка по 3 столбика в следующие 2 арочки. 1, 2, 3. В следующую арочку. 1, 2, 3. И провязываем снова уголок. 1, 2, 3, 2 воздушные и сюда же еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Дальше опять 2 пучка по 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2, 3. И снова вяжем уголок. 1, 2, 3. 2 воздушные и сюда же еще 3 столбика. 1, 2, 3. Провязываем еще 2 пучка по 3 столбика. 1, 2, 3. И последний пучок. 1, 2, 3. Готово. Дошли до конца ряда. Ряд закрываем. Далее 3 воздушные, первый столбик нового ряда. Сюда же, в эту же арочку, провязываем еще 2 столбика. 1, 2. Вместе со столбиком подъема в эту арочку мы провязали 3 столбика. Мы сейчас находимся на углу. Провязываем точно так же, как и провязывали в нижнем ряду. 3 столбика, 2 воздушные и 3 столбика. Вот сюда провязываем. 1, 2, 3. 2 воздушные и сюда же еще 3 столбика. 1, 2, 3. Готов уголок. Теперь у нас количество пучков до угла увеличится. Мы внизу провязывали 2 пучка, теперь у нас будет 3. 1, 2, 3. 3 пучка по 3 столбика. Первый пучок. Второй.
третий. И теперь опять дошли до уголка. Здесь все очень просто, я думаю, вы уже поняли алгоритм вязания и справитесь с легкостью самостоятельно. Провязываем до конца ряда. А в конце ряда я вам покажу, как закрыть ряд, чтобы сформировалась вот такая красивая косичка, как по всему краю. Я провязала до конца ряда, теперь ниточку обрезаю и вытягиваю ее, и будем формировать такую же косичку. Вот первый столбик, где провязывали 3 воздушные. Под верхнюю косичку вставляю крючок и вытягиваю нить. Переворачиваю на изнаночную сторону и возвращаю нить в ту же петлю, из которой она вышла. Вот так с изнаночной стороны вставляю крючок и сразу под перемычку и внутрь петельки. И нить подхватываю, вывожу на изнаночную сторону. Вот такая косичка получается. Теперь эту ниточку надо хорошо заправить. Вот так я ее вниз спускаю. Обязательно вот тут смотрите, чтобы не затягивалась. Вниз по ряду. Вниз по столбику я ее спускаю. Затем вот тут внутрь пучка заправлю. И эту ниточку от начала набора также я заправляю. Вот как видите, все очень просто. Провязываем таких 12 квадратов. Обязательно их отглаживаем, отпариваем, чтобы были ровненькие, красивые. А затем свяжем дно сумочки и лямочки для рюкзака. Я отгладила все свои квадратики, 12 штук. И теперь нужно вязать дно. Дно будет размером как 2 квадрата. Но вязать мы его будем простыми столбиками без накида. Для этого наберем столько же петель, сколько по стороне квадрата. Здесь у меня 17 петель. Набираем воздушную цепочку 17 петелек. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Всего 17. Набрали воздушную цепочку 17 петель. Далее еще одна воздушная, это столбик подъема на новый ряд. И теперь крючок вставляем в третью петлю. Если мы выпрямим, раз, два, три, в третью. И вяжем столбиками без накида. Осталась последняя петля. Провязали. Готово. Первый ряд провязан. Переходим на новый ряд. Воздушная петля — это первый столбик. И дальше начинаем вязать со второй петли. Также столбики без накида. Обязательно пересчитайте столбики. Иногда последняя петелька может вот так прятаться, чтобы вы ее не потеряли. Должно быть вместе с петлей подъема 17 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Видите, 17 столбик, 17 петля, она у меня немножко спряталась. Тут даже можно взять крючок потоньше. Вот таким образом провязали 17 столбик.
И продолжаем далее. Длина должна быть как 2 детали. У меня это 24 сантиметров. Провязываем самостоятельно. Итак, готово. Я провязала донышко. Здесь ниточку можно обрезать подлиннее. Она нам понадобится, чтобы мы потом пришивали. И можно закрепить вот таким образом. Готово. Пока убираем в сторону. Теперь нужно соединить детали между собой. У нас будет 4 детали. 2 детали из 4 квадратов и 2 детали из 2 квадратов. Покажу сейчас, как я соединяла элементы между собой. Соединять 2 элемента между собой будем только по одной линии, а 4 элемента будем соединять так. Соединим сначала одну линию, затем вторую. Берем нить. Здесь мне удобнее взять крючок потоньше. И я вставляю крючок за одну косичку первой воздушной петли на углу. И за вторую стеночку верхнюю у второго элемента. Подхватываю рабочую нить. Ввожу сначала через одну петлю, затем через вторую. Хвостик подтягиваю. И рабочая нить получается снизу. И далее петелечка в петелечку. Вот так. Верхнюю стеночку захватила, верхнюю. Подхватила рабочую нить. Протянула. Верхняя стеночка. Верхняя. Подхватила рабочую нить. Протянула. И так далее. Петелька в петельку. Сильно не затягивайте. Дошли до угла. Провязали. Ну и теперь, если у вас 2 детали, то так и оставляем. Если нужно присоединять дальше, то делаем все то же самое, только ниточка у нас вот здесь. Сейчас сомкнем и подзатянем. Вот теперь рабочую нить тянем, чтобы у нас снизу хорошо затянулся стежок. И продолжаем дальше до угла. Итак, готово. Обрезаем нить. Закрепляем. И то же самое вы уже самостоятельно с легкостью сможете сделать с этой стороны. То же самое. И когда дойдете вот до этой части, прямо идем по шву. Вот таким образом это получится. Затем еще раз детальку отглаживаем, отпариваем. И по желанию вы сможете сшить подклад, а я вам покажу, как именно для этого рюкзака я это делала. Далее, прежде чем делать подклад, обязательно на всех деталях заправляем нити. Я буду вшивать подклад самым простым способом. Это для каждой детали отдельный отрезок ткани. Вот так это будет выглядеть с внутренней стороны, вот так, соответственно, с внешней. У меня это обычная ткань, не подкладочная,
какая-то синтетика, не могу сказать точно по составу. Остался небольшой кусочек, решила его использовать. Соответственно, я отрезала прямоугольник на сантиметр больше по каждому боку, чем сама деталь. И отступая от края 5 миллиметров, прострочила на швейной машинке. Если у вас нет швейной машинки, вы можете сделать это на руках. Также у меня осталось еще 2 детали центральные. Соответственно, для них я уже тоже сделала заготовки. И на одной из деталей я еще хочу сделать карман. Итак, ложим деталь к себе изнаночной стороной. Подгибаем подклад примерно на 5 миллиметров от края. И скалываем. Теперь я прострочу по периметру на швейной машинке. Если у вас швейной машинки нет, можете сделать на руках. На другой центральной детали я вошью замочек. Если не хотите вшивать замок, то, конечно, можете этого не делать, и вторую деталь можете также обшить. Теперь для того, чтобы сделать подклад на стороне, где будет карман, я вырезала одну деталь размером вот чуть больше, чем моя деталь. А вторая, это непосредственно карман, она у меня на 10 сантиметров в длине. То есть это 28 на 28 у меня, а это 28 на 40. Я ее сделала 28 на 40. Теперь я совмещаю вот так верхними частями к друг другу. И отмечу, где у меня будет проходить молния. Так, замочек у меня 2,5 сантиметра ширина. Значит, прорезная часть я сделаю 1,5 сантиметра. Отступлю от края 7 сантиметров. Я думаю, мне этого будет достаточно. Затем у меня вся ширина 28, значит, посередине у меня это будет 14. Отмечу себе центр. Так, здесь длина будет прорезной части, сделаю 18 сантиметров. И теперь от отмеченного центра отмечаю по 9. Так, вот так, вот так. Теперь верхнюю линию. Получается прямоугольник уже. И здесь ширина отверстия для вшивания замка 1,5 сантиметра. Готово. Теперь этот прямоугольник фиксирую вот так булавками. Растрачиваю этот прямоугольник по периметру. А далее будем делать разрез. Итак, теперь нужно сделать прорезь. Прорезь будем делать таким образом. По центру и к углам, не дорезая, 1-2 миллиметра. Вот таким образом прорезаем. Напоминаю, не дорезаем по углам, 1,5-2 миллиметра. Теперь мы берем вот эту длинную часть, верхнюю часть, и формируем карман.
Теперь вот это все нужно отгладить, чтобы было ровненько. И затем вошьем молнию. Итак, готово. Теперь не перепутайте. Часть короткая, она лежит у нас сверху. Часть нижняя сейчас лежит снизу. Вот она, снизу, длинная. И сверху располагаю короткую. Далее замочек ложу снизу. Вот таким образом. Итак, выравниваю. И теперь пристрачиваю, отступая от края, примерно здесь 3 миллиметра, можно 2, как у вас получится. Итак, готово. Это изнанка внутрь кармана. И вот она, моя длинная часть. Сейчас формирую сам карман. Примерно, думаю, вот так. И здесь надо будет застрочить. Здесь тоже можно для удобства сделать покороче, примерно до замка. Отмечу себе. Думаю, вот так. Так, 4 сантиметра. Сколю и прострочу. И лишнее срезать нужно. Застрачиваем только карман. Соответственно, по передней части ничего не строчим, только сам карман. Итак, прострачиваем. Итак, я прострочила, обратите внимание, вот отсюда. Вот так. Только карман. Внешняя часть, внутренняя часть сумки, которая у меня осталась, не прострочена. Теперь срезаю лишнее. Мой карман готов. Теперь берем деталь, также ложим к себе изнаночной стороной. Деталь с карманом ложим лицевой стороной. И также сначала скрепляем булавками, а потом пристрачиваем. В общем, делаем все то же самое, что и делали до этого. А затем будем сшивать детали сумки. Итак, на всех деталях пришит подклад. Теперь будем сшивать детали с дном. На дне я подклад не делала. И сначала пришьем детали к дну, а потом соединим боковые части. Здесь, когда мы дно довязывали, оставили нитку подлиннее. И можно соединить детали соединительными столбиками, но я сделаю это с помощью иглы. Итак, я нахожусь вот в этой точке. У дна нет ни лицевой стороны, ни изнаночной, поэтому не важно.
По стороне с замком обратите внимание, чтобы замок находился в верхней части, чтобы не перепутать. И вот так совмещаем стороны и пришиваем. Со стороны квадрата я вставляю иглу под обе косички. А со стороны дна под обе нити последнего ряда. Готово. Пришили одну сторону. Теперь пришиваем боковую часть. Итак, пришили. Теперь таким же образом пришиваем остальные детали, а затем будем сшивать боковые части. Итак, готово. Дно я полностью присоединила, и у меня еще осталась нить. Этой нитью я один бок присоединю. И буду делать это вот точно так же, как мы соединяли детальки, квадратики между собой. И также беру крючок потоньше и точно таким же способом от одной петли беру переднюю перемычку, от другой, крайней, с боков получается, и петля за петлей соединяю. Вот таким образом петелечка за петелечкой идем до конца. Таким же образом присоединяем новые нити, соединяем остальные три стороны. Итак, я закончила, и прежде чем продолжать дальше, нужно ниточки все заправить. Вот мои все бока провязаны, соединены. Внутри ниточки тоже заправляем. Посмотрите, как прекрасно смотрится кармашек. Все красиво, аккуратно. И заправляем нити. Вот так на обратную сторону. И спускаю вниз. Таким образом заправляем все ниточки на изнаночную сторону. Теперь нужно по верхней части провязать 2 ряда столбики с накидом и 1 ряд столбики без накида. Здесь можно присоединиться в любом месте. Три воздушные подъема. Вот эту ниточку ложим на ряд, сразу ее спрячем. Первую петлю провязали, вторая, третья. И дальше в каждую петельку столбики с накидом.
На соединении квадратов может быть немножко трудно провязывать. Здесь смотрите, как будет красивее провязать. Вот один столбик провязываем прям по шву. А дальше также петелька в петельку. Таким образом провязываем до конца ряда. Итак, готово. Я провязала до конца ряда. Теперь ряд мне нужно закрыть. Я сделаю это вот так. Вставляю крючок между первым и вторым столбиками. Можно взять крючок потоньше. Накидываю петлю на крючок и вывожу на изнаночную сторону. Петельку подтягиваю. Теперь вставляю крючок между последним и первым столбиками. Накидываю петлю на крючок. Подтягиваю. И ввожу петлю на новый ряд. И дальше вяжу один ряд столбиками без накида. Таким образом провязываем до конца ряда. Итак, я провязала до конца ряда. И теперь завершающий этап сделаю обвязку соединительными столбиками. Вот ряд. Закрываю сразу вот так. И провязываю соединительные столбики. Провязываем до конца ряда, не довязывая одну петлю. Провязала до конца ряда, не довязывая одну петлю, нить обрезаю, возьму крючок потоньше и сформирую такую же петельку. Для этого под первую петлю подобие ниточки, подобие косички вставляю крючок, нить вытягиваю. И сейчас удобнее вот так перевернуть, возвращаю нить в ту же петлю, из которой она вышла. С изнаночной стороны. Вот что получилось. И теперь эту ниточку с изнаночной стороны заправлю. Теперь свяжем клапан для сумки. Для этого вяжем точно такой же квадрат, как мы вязали для основного изделия, с той разницей, что мы провязываем не 2 ряда последних при формировании квадрата, а 4 ряда. Вот таким образом. У меня получилась эта деталь размером 18 на 18 сантиметров, а обычные квадратики были 12 на 12. Так, закрываю ряд и провязываю. Вот сейчас делаю воздушную, это петля подъема на новый ряд. И провязываю еще один ряд столбиками без накида. Давайте дополнительно покажу, как провязываю столбики без накида на углу. Вот первая петелька воздушная. Вставляю крючок под обе ниточки, вот под обе косички. Внизу у меня вот осталась перемычка. То есть я закрепляюсь, провязываю столбик без накида. Также в следующую петельку. Вот внизу, видите, осталась перемычка. И вяжем далее. Провязываю последний столбик. И теперь ряд не закрываем, а сразу начинаем делать обвязку
соединительными столбиками. Вот таким образом, сильно не затягивайте. Довязываем до конца ряда, не довязывая одну петлю. Итак, я провязала до конца ряда, нить обрезаю, вытягиваю. И теперь формирую такую же косичку, последнюю. Под первую петлю, под обе косички вставляю крючок, нить вывожу, и теперь эту нить возвращаю в ту же петлю, из которой она вышла. Можно перевернуть и сразу вывести на изнаночную сторону. И теперь ниточку прячем на изнаночной стороне. И эту ниточку от набора также не забудьте заправить. И далее эту деталь нужно отгладить. И сейчас я клапан пришью вот таким образом по диагонали. Вот так будет закрываться. Поэтому выравниваю. Здесь есть один нюанс. Вот эти два ряда, последние, которые провязывали столбики с накидом, и ряд столбики без накида, не затрагиваем это место, пришиваем до. Фиксирую булавками буквально с двух сторон, чтобы мне ничего не съехало. Я прострочила верхнюю часть. Вот так это выглядит изнутри. Как видите, ничего не видно, незаметно. Теперь мне надо зафиксировать вот этот оставшийся треугольник. И я это сделаю просто ниткой и с обычной иглой. Очень аккуратно. Подклад мы не трогаем, а фиксируем только за основное полотно, потому что здесь у нас и подклад, и карман. Нам не нужно, чтобы у нас сюда выходили дополнительные какие-то стежки. Теперь нужно связать две лямочки длиной 65 сантиметров. Одну я уже связала. Соответственно, понадобится 4 разъемных карабина. Для лямочек выбрала самый простой узор, поскольку для рюкзака очень важно, чтобы лямочка была плоская. Берем карабин, вставляем крючок. Вытягиваем петельку, провязываем сразу двумя нитями. Теперь эту нить пока отставляем в сторону и провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Готово. Воздушная петля, поднимаемся на новый ряд, переворачиваем. Вот эту ниточку давайте вот так сразу на ряд положим, потом кончик обрежем. Далее провязываем 3 столбика без накида. Тут была петля из 2 нитей, соответственно, немного плотно, поэтому возьму крючок потоньше.
Готово. Вот эту ниточку можно сразу отрезать. И вяжем далее. С третьего ряда уже будет гораздо проще. Воздушная петля подъема на новый ряд переворачиваем. 3 столбика без накида. Воздушная петля подъема на новый ряд переворачиваем. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И так далее. Всего провязываем длину 65 сантиметров. Готово, я провязала нужную длину. Теперь нить обрезаю подлиннее. Беру иглу с тупым концом. Здесь ниточку закрываю. И буду присоединять к карабину. Нить продеваю через карабин. Возвращаю петельку. Далее через центр петли опять вывожу нить наверх. Протягиваю через карабин и возвращаю в петлю. И вот таким образом делаю всего 8 стежков. Последний 8-й стежок. Далее нить внутри ряда вывожу сюда, спускаюсь и еще заправляю во второй ряд. Готово, лямочки сделали. Теперь сделаем еще одну дополнительную маленькую ручку. Набираю воздушную цепочку из 35 воздушных петель. Готово, набрала цепочку 35 воздушных петель. Дальше воздушная петля подъема на новый ряд. Далее крючок вставляю в третью петлю и вяжу столбики без накида. Готово, провязала первый ряд. Дальше воздушная петля подъема на новый ряд и вяжу далее также столбиками без накида. Всего нужно связать 5 рядов.
Вяжем самостоятельно прямоугольник из 5 рядов столбиками без накида. А затем сошьем ручку. Итак, готово, провязали. Получился вот такой прямоугольник. Теперь его нужно сложить пополам. Обратите внимание, вот крючок у меня остался в руке. Складываем пополам по той стороне, где ребро образовалось. Вот посмотрите, если вот с этой стороны попробуйте сложить, так красиво не будет. А вот по этой стороне складываем, и получается сверху вот такой красивый контур. Итак, нить остается. Все, что нужно сейчас сделать, это соединительным столбиком объединить два края. И получится вот такая ручка. Итак, складываем. И соединительными столбиками и тут даже желательно затягивать потуже. Вот так красиво получается. Продолжаем до конца ряда. Итак, готово. Провязали. Ниточку обрезаем. Закрепляем. И теперь нить от набора и нить с этой стороны нужно заправить внутрь. Берем рюкзак и будем прикреплять. Сначала оденем разъемные карабины на ручку вот таким образом. Теперь прикрепляем карабины к рюкзаку. Присоединяем одну лямочку. Вторую. А затем с помощью еще двух карабинов присоединяем лямки снизу. Теперь сделаем шнурок, а затем пришьем магнитную застежку. Итак, шнурок делается очень просто. Набираем просто воздушную цепочку. Примерно 120 сантиметров. Итак, готова нить. Обрезаю. Закрепляю. И у меня есть вот такие концевики. Если у вас нет ничего подобного, допустим, бусины деревянные тоже прекрасно подойдут. Можно просто на концах завязать узелочки. Но прежде чем одеть эти концевики, вдену шнурок в сумку с помощью крючка. Вставляю в тот ряд, где у нас был провязан ряд столбиками с накидом. И вот примерно через 5 столбиков продеваю шнурок.
И на боковой части я уже вот для себя складку сделала. Вот посмотрите сверху, как это выглядит. И, соответственно, по этой складке, вот даже вот так насквозь, можно вытянуть шнурок. Теперь одеваю концевики. Очень удобные, мне понравились. Ссылку оставлю в описании. Итак, надели в трубочку шнурок. Теперь на кончик его так зажали. И вставляем. Очень крепко держит. Ниточку обрезаем. А второй шнурочек попробую немножко по-другому, чтобы нить не обрезать. Так. Зажимаем, вставляем. Вот как красиво получается. Завязываем. И пришиваем магнитную застежку. Можно сделать это леской, а можно нитками в цвет. Пришила магнитную застежку, сумка готова. А если переставить одну из лямочек, то рюкзак станет сумкой буквально за 1 минуту.